Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами по средам с известным историком, политологом, писателем Костем Бондаренко. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Всем большое спасибо, что подписываетесь на Костя Бондаренко. Всем огромное спасибо, что несмотря на разные перепоны с YouTube, причем официально для всех в России, ну как бы официально для немногих в Украине, потому что и канал Костя Бондаренко, и Кость Бондаренко, и канал Александр Шелест, и Александр Шелест под санкциями в Украине, вы все равно находите возможность смотреть. Время сейчас такое, да, ну то есть понятно, что нужны VPN, смены страны. Очень напряженная атмосфера, ее будем обсуждать. Два слова о формате беседы. Все как всегда, в конце будут ваши вопросы, сессия ответов на вопросы. Самое вкусное, интересное, то, что вы напишете заблаговременно в клубе зрителей. Закрытый телеграм-канал есть такой, частный телеграм-канал, там камерная атмосфера, комментарии, общение и свежие выпуски, аудио, видео, в общем... Там есть анонс нашей встречи. И абсолютно открыто в сообществе YouTube есть анонс нашей встречи. И там в комментариях по традиции ваши вопросы. Их вы можете написать с чувством, с толком, с расстановкой. Только, пожалуйста, не шибко длинные, потому что их собирается много, чтобы мы никого не обидели. Ну и чат трансляции подключим онлайн вживую. Поэтому заранее в чат писать не нужно. А вот дождитесь старта, так сказать, вопросов. И вот тогда ваши вопросы оставляйте в чате. Их тоже, по ним тоже пройдемся. Ну а чат предлагаю всем, кто заходит в чат трансляции, проголосовать в вопросе нашего сегодняшнего эфира. Что готовит Зеленский на май этого года? Варианты ответов. Перевыборы себя или референдум. Или имеется в виду или вместе. В общем, какой-то плебисцит, волеизъявление, голосование. Себя переизбирает и, может быть, там что-то у народа спросит. Второй вариант. Капитуляцию / мир, имеется в виду, примет условия Российской Федерации, Америки. Короче, он примет некоторые условия и к маю месяцу об этом объявит. Ну, а дальше там пойдут после окончания боевых действий полгода до выборов. И, в принципе, сценарий может повториться. Переизбрание, не переизбрание. Третий вариант. Отставку, бегство, но без конца войны. То есть, имеется в виду, вы неоднократно высказывали у меня в эфире, Константин Петрович, да и у себя в эфирах, что есть такая опция. Несломленный Зеленский скажет: я сделал все, что мог. Ну, вот так, да, Запад выкручивает руки, проклятые американцы, Трамп, когда уже демократы придут, и это как раз-таки укладывается в логику там дедлайнов, о которых сегодня писала пресса, перед промежуточными выборами в законодательный орган Америки. И четвертый, последний вариант, это новые удары и контрнаступление вооруженных сил Украины. То есть воевать будет. Вот такие простые, незамысловатые 4 варианта. Они, конечно, не взаимоисключаемые полностью, но сегодняшняя статья Financial Times и куча реакций на это вот прям заставляет задуматься. Уже ближе к нашему эфиру, перед самым эфиром Зеленский вышел. Референдум, выборы? О, впервые слышу. Но все так и поверили, правда? Конечно. Смотрите, дело в том, что все 4 вопроса, они являются, скажем, не взаимоисключающими. Просто на сегодняшний день в окружении Зеленского существует несколько групп влияния, каждая из которых предлагает свой вариант поведения. Вот. Есть группы, которые, в первую очередь, они отождествляются с главой офиса Кириллом Будановым, секретарем Совета безопасности, Совета национальной безопасности и обороны Умеровым, ну, вообще людьми, которые входят в переговорную группу и которые чаще всего общаются с Соединенными Штатами. Это проамериканская группа, так называемая. Они настаивают на том, что вот нам постоянно передают пожелания американские товарищи, что необходимо провести выборы. Необходимо провести выборы, и, соответственно, для того, чтобы легитимизировать полностью самого Зеленского, вот, они не ставят вопрос таким образом, что Зеленский не должен принимать участие в выборах, вот, но просто, что он должен переподтвердить свой статус вот, для легитимизации именно его подписи будущей. И эта группа постоянно настаивает на том, что необходимо провести выборы. Вот. Есть другая группа, вот, группа, которая отождествляется в первую очередь с так называемыми глобалистами.
Вот. И, соответственно, эта группа говорит, никаких выборов. Какие выборы вообще? Необходимо вот делать все для того, чтобы выборы не проводить. Вот. Кстати, вот как раз Ольга Айвазовская на этой неделе, она буквально на днях выступила, сказала, что ну вот какие сейчас выборы, надо вносить там изменения в законодательство, в кодексы и прочее, еще полгода после мира, вот выборы нельзя проводить и так далее. Ну, то есть там целая витиеватая такая структура. Но на самом деле к этой группе относятся представители глобалистов в Украине, группа Пинчука, Фиалы и так далее. То есть они говорят о том, что выборов не должно. Ну, то есть, а если и придется проводить выборы, то там такая сложная схема, при которой Зеленский точно выиграет. Ну, то есть они предлагают, если уж точно выкрутят руки. Есть группа, которая говорит о том, что нельзя сдаваться вот, ни при каких обстоятельствах, что лучше занять позицию, вот именно создать там уряд в экзиле, вот, и говорить, что все то, что происходит в Украине, я к этому не имею отношения, мы дальше продолжаем бороться, кто любит меня за мной и так далее. Вот. И эта группа существует. То есть на самом деле есть разное видение, и действительно в окружении Зеленского есть разные группы. И когда Financial Times говорит о том, что есть такое мнение, что необходимо провести выборы, в окружении Зеленского есть такое мнение, они не кривили душой. Когда Зеленский говорит о том, что нет, мы не пришли к никакому выводу, и никаких выборов мы пока еще не планируем, он тоже говорит правду, потому что решение не принято окончательное. Зеленский надеется, что ему при помощи его европейских коллег удастся переубедить Трампа, и что все-таки удастся вернуться на те позиции, которые были до Давоса этого года, когда может быть восстановлено некое единство евроатлантическое и так далее. То есть он на это тоже уповает. Одним словом, сейчас существует такой период неопределенности. Да, сегодня пошла информация, что 24 числа Зеленский точно выступит с призывом вот, провести выборы и референдум. Ну, скажем так, это кто-то уже решил, что вот 24 число – это дата определенная, трагическая дата, черная дата, поэтому вот именно этого дня Зеленский вот точно выступит, скажет, что вот, да, давайте, пора заканчивать, и я вот предлагаю, делаю вот такой вот шаг. На самом деле, я думаю, что вряд ли. Вот вряд ли будет именно 24 числа какое-то воззвание. Константин Петрович, исходя из вот этих публикаций, там, череды опровержений, что-то как и почему это возможно, почему это невозможно, кто что слышал, кто не слышал, ведь мы понимаем, что ситуация достаточно щекотливая. Зеленский на самом деле, вот мы можем, конечно, смотреть на него по-разному. И обычно мы смотрим в том, что вот он упирается, вот он... Но у него же беда, у него же конкретная беда. Значит, да, есть определенные торги, реверансы, пляски по поводу там, ракет ПВО. Сегодня это вопиющий случай. Ему из НАТО сказали: Зеленский, а чего ты врешь? Что мы тебе ракеты ПВО не поставляли? Как поставляли. Все как согласно докладной, прайс-куранту, все нормально, то есть, пожалуйста. А он же говорит, вот мы не смогли защититься, потому что партнеры не поставили. И сегодня пошло опровержение со стороны НАТО. Тут интересен вот такой аспект, принципиально важный. Зеленскому, правда, нечем крыть, и у него нет карт на самом деле. Кто-то просто преподносит, например, выступление Каи Каллас о том, что Европа должна как бы вот выдвинуть России встречные условия, чтобы Россия сократила численность вооруженных сил по итогам войны в Украине. И кто-то воспринял это, конечно, как неимоверную потужную поддержку, но если так читать правильно и так вот, ну, вдумчиво, то это вообще это шаг отчаяния. Плюс этой ночью или следующей может состояться новый массированный удар. Украину отделяет несколько ударов от полного коллапса, и этого не может не понимать Зеленский. Поэтому даже вот этот тон Кремля, который в последнее время ускоряет процессы, это ведь тоже дипломатическая игра. Ну, типа, обиделся Кремль, да, ни Лукашенко, ни Путин ничего не знают, о заседании Совета мира не поедут, риторика Лаврова. Ситуация очень плохая для Зеленского. Вот прям тучи сгущаются не на шутку. Нет. Вы знаете, Зеленский так не думает. Зеленский привык мыслить категории цифр.
Вот, категория цифр. Социология, которую ему показывают. Вот, социология, которая показывает, говорит о том, что народ сейчас склоняется все больше и больше к тому, что необходимо завершать войну, потому что вот удары по энергоструктуре Украины, которые приводят к серьезным последствиям, страна на грани выживания. Но эта ситуация не бьет по рейтингам власти. То есть, да, народ хотел бы, чтобы что-то поменялось к лучшему, народ хотел бы, наверное, мира, но Зеленский не теряет рейтинги, так ему говорят. Так ему говорят социологи. Говорят, у вас все равно высокий рейтинг. Народ вам доверяет. Вот народ вас любит, Владимир Александрович. И он в это верит. Он человек из шоу-бизнеса, из медиасферы. Вот. И, соответственно, он живет по категориям рейтингов. В шоу-бизнесе рейтинги определяют заработки очень часто. Вот, чем выше рейтинг, там смотрибельность той или иной программы, тем больше рекламодателей. Значит, если больше рекламодателей, значит, больше денег. Значит, если больше денег заработали, значит, понятное дело, больше гонорар. Вот. И он по инерции живет точно так же. Раз высокие рейтинги, значит, все нормально. Все нормально. Значит, то, что там у какого-нибудь там Ивана Ивановича Иванова или Иваненко в селе таком-то, такого-то района, вот, что у него нет света, нет тепла, что он замерзает, его это не волнует. Вот. Его это не волнует. Главное, что он выполняет свои обязательства перед партнерами. Вот. Если партнеры, значит, если партнеры говорят ему «Гуд, Вальдемар, гуд», значит, у него высокие рейтинги за рубежом. Если социологи показывают, что у него там первое место, первая позиция в рейтингах социологических, то значит, у него все нормально внутри страны. Вот это для него критерий. Но объективную реальность-то это не изменит. Абсолютно. Он не живет в объективной реальности. Нет, люди, страна живет в объективной реальности. Это вот такая параллель. Дальше включаются технологии. Они говорят, если у вас условных 30% поддержки, вот, это значит, что мы вам сделаем 50% на выборах. Следующее. А зачем ему что-то остальное, другое? Он абсолютно не живет страхом перед людьми, что люди ему там не доверяют, что люди его не изберут, что ему придется отвечать по закону. Этого у него нет ощущения. Он живет в определенном пузыре информационном. Понимаете, какая вот история вот по поводу информационного пузыря? Ведь ситуация, она же набирает обороты. Я, конечно, но это вот в миниатюре ситуация Зеленского. Это ситуация на Олимпиаде с вот этими шлемами. Это же в миниатюре, это про Зеленского, Константин Петрович. Это про Зеленского и Украину. То есть, вчера вроде как все... я думал, проживет эта новость сутки. Запретили надеть шлем с убитыми. Правила такие, да. Ваше дело запретить, наше дело возмутиться. Все вроде как, и разошлись. Нет. На следующий день министр спорта, на следующий день публикации в Reuters, говорят, вот, умолял комитет этого Гераскевича, украинского спортсмена, не надевать этот шлем. А он выходит и говорит, я все равно надену этот шлем. Потом как-то вот и так, да одень ленту не надо. Да вот, в конце концов, могут дисквалифицировать. Но не дисквалифицировали, а сказали, хорошо, выступишь, наденешь. Это напоминает капризного ребенка, который стоит в магазине игрушек, а денег нет, деньги потратили на продукты в соседнем магазине, понимаете? И вот эта ситуация, она же демонстрирует положение дел Зеленского. Все очень громко, красиво, сути никакой. На скорость и успешность и, условно, медаль этого Гераскевича, который там скелетонист на Олимпиаде, это ж вообще никак не влияет и не повлияет. И он как был там среднячком в своем классе, так и останется. Но зато о нем узнали все. Так это тоже элемент шоу. Это тоже, извините, пожалуйста, но это не признак патриотизма, это признак именно, скажем, игры на определенных чувствах. Вот.
чтобы зритель прослезился, чтобы зритель почувствовал определенную эмоцию, ощутил определенную эмоцию и прочее. Вот. Поэтому Олимпиада – это все-таки спортивное соревнование. Вот. Из него делают шоу. Давно делают уже шоу из Олимпиады. Она давно уже превратилась в шоу. Так вот, в данной ситуации это еще раз попытка сделать шоу из шоу. Еще. Да, а Зеленский, он точно так же фактически, вот когда я говорил про информационный пузырь, он у него тоже обклеен соответствующими фотографиями, снимками, тезисами, лозунгами и всем прочим, которые нравятся очень многим. А внутри находится Зеленский, который живет собственной жизнью, собственным представлением. Но если мы берем, факты, да, Рада проголосовала, да, 60+, да, пожалуйста, вперед, теперь Зеленский, Рада проголосовала, Зеленский подписал. И не скажите, что Зеленский не заботится о пенсионерах. Нет, так теперь будут ТЦК заботиться о пенсионерах. Они заботиться умеют. Они уговорят старика, так сказать, пойти родине отдать свой последний долг. Да. То есть, понимаете, идет... Да, Гитлер тоже, в принципе, в октябре 1944 года повышал призывной возраст. Повышал, то есть и понижал, то есть начали призывать с 16 лет, и если до октября 1944 года призывной возраст ограничивался 45 годами в Германии, то Гитлер повысил до 55 лет. Вот. Тогда в Европе, имеется в виду Великобритании, в Советском Союзе было очень много разных публикаций о том, что вот даже стариков попризывали в армию. В Украине изначально было до 60 лет, сейчас еще, как говорил Высоцкий, срок жизни увеличился, да, и, может быть, концы поэтов отодвинули на время. Тут не только поэтов. Вот. Что касается этой ситуации, кстати, очень много параллелей, потому что вот вы задаете вопрос, чем будет заниматься Зеленский в мае 2026 года. Я представляю себе, что вот если бы некое социологическое агентство в феврале 1945 года задала вопрос в Берлине, например, опросила граждан Берлина, чем будут заниматься в мае 1945 года. От февраля до мая очень-очень много времени на самом деле. Видите, по территориям же не так много. Я понимаю. Вот именно по территориям. Уже тогда полным ходом освобождалась Европа, да. Уже там, да, но... по-моему, уже в Германию зашли, или на подступах, или в Германию советские войска с одной стороны. Нет, конечно, это уже все были события 17 мгновений весны, это уже март 1945 года. Тут понятное дело. Да. Ситуация с энергетикой, я так понимаю, не тревожит Зеленского. А с фронтом? Опять же, две позиции. Первое, что Сырский справляется, и не надо ничего делать, надо готовить контрнаступление. Недаром стягиваются войска там где-то в Запорожской области. Вот это первая. Вторая позиция, что надо поменять Сырского, там кто-то говорит, на Белецкого. Вот. Да, и, кстати, не буду утверждать, но говорят, что это и позиция нынешнего министра обороны, новоиспеченного. Вот. И Сырского поменять. Белецкий человек крутого нрава. Вот. Он сейчас покажет Кузькину мать всем в армии, вот, проведет децимации. Вот. Децимация – это казнь каждого 10-го. Вот. Заставит идти там, значит, на дроны с лопатами. И изменит, переломит ситуацию. Это тоже разные подходы, разные версии, разная позиция. Зеленский опять разговаривает с телефоном, но теперь не только в видеоформате, но и в аудиоформате. Сессия этого разговора – это оттуда, что он впервые слышит о выборах, дедлайнах, референдумах. Говорит, референдум можно будет только при прекращении огня проводить, собственные выборы тоже. Но там очень интересно выглядит и прям сенсационно достаточно звучит, и даже этот вопрос задали Зеленскому, по поводу переговорной группы, которую Киев отправит в Москву.
Заметьте, не Зеленский в Москву, а переговорная группа, которая отправится в Москву. Все-таки две большие разницы. Эту информацию якобы опровергает Зеленский, говорит о том, что, ну, в общем, ни в Беларусь, ни в Россию я не поеду. Хотя он ни в Москве, ни в Минске говорит, но тем не менее. Ни в Москве, ни в Минске переговоров не будет. Беларусь союзник, Россия агрессор, а так вообще в любой точке мира, пожалуйста, мы готовы. Но должна Россия, мол, захотеть закончить войну. Но это же про него. А о ком-то другом. Или тут действует этот запрет на переговоры с российской стороной и Путиным. Это как раз ситуация, когда тоже не принято окончательное решение. Именно поэтому в условиях непринятого окончательного решения по переговорам, по продолжению переговоров, Зеленский пытается создавать определенную такую словесную конструкцию, которая бы не позволила его потом уличить в лжи. Вот. Поэтому вот именно такая многозначительная двусмысленность или многосмысленность в его заявлении. А что нужно, чтобы Зеленский или переговорная группа от Украины поехала в Москву? Вот сейчас, скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться, решаться в Вашингтоне. Ожидается, что на следующей неделе все-таки, должны были на этой неделе, все-таки перенесли еще на следующую. На следующей неделе украинская переговорная группа будет разговаривать с Трампом, ну, точнее, с людьми Трампа. Дальше, соответственно, Зеленский надеется, что произойдет несколько событий, которые смогут переломить ситуацию. Во-первых, ожидается, что все-таки Макрон попытается убедить Путина. Вчера ожидалось, что Макрон поговорит с Путиным, но нету какой-то информации по этому поводу. Дальше, после этого ожидается, что будет выработана некая новая позиция Европы. Вот, после того, как провалятся эти переговоры, которые вот европейцы придут к Трампу и все-таки убедят Трампа, что надо пересмотреть дух Анкориджа, так называемый. Выступление Лаврова, заявление Лаврова, это предупреждение Соединенным Штатам, что мы не согласимся на пересмотр. Вот эта критика, что там Зеленский вместе с европейцами попытались изнасиловать договоренности Анкориджа и так далее, это просто посыл Соединенным Штатам, что мы не примем другого иного варианта. Вот. Было 28 пунктов, значит 28 пунктов, никаких 20 мы не принимаем. Зеленский все-таки надеется, что будет определенный перелом в сторону Украины. И если же не будет, тогда придется исходить из той ситуации, из той данности, которая складывается, что Европа ничего не может предложить Украине, что Европа заняла фактически ситуацию, при которой она демонстрирует, с одной стороны, беспомощность в украинском вопросе, с другой стороны, настоятельно требует, вот, и это устами Стуба, президента Финляндии, и устами Ишингера, вот его знаменитое интервью 7 февраля этого года, вот, и так далее, что украинцы должны воевать, потому что если украинцы пойдут на перемирие или мир, то это будет катастрофа для Европы. Вот. Так что в этой ситуации Зеленский понимает, что если Европа ничего не сможет предложить, то придется согласиться на вариант Соединенных Штатов. Вот. Зеленский это воспринимает не как капитуляцию перед Россией, он это воспринимает как капитуляцию перед Соединенными Штатами. Политико сегодня пишет о том, что Британия будет покупать для Украины оружие у Америки. Да. История очень интересная. Ну, в Британии есть достаточное количество денег. Смотрите, я вам просто-напросто скажу, что сейчас рассматривается вопрос. Вот. Он еще не решен, этот вопрос. Его там широко разрекламировали, распиарили, что Европа вот, плюс Британия дадут Украине 90 миллиардов долларов. Проголосовали вот. Сегодня, да. Но вот я почему говорю, что не решен вопрос. Потому что вот 2/3 из этой суммы, то есть 60 миллиардов, приходится на то оружие, которое Европа закупит для Украины и передаст Украине. Причем, что именно, какие виды вооружения, по какой цене, в каком объеме решает сама Европа. Да.
Вот, то есть здесь нет такого понятия, что рыночные цены, не рыночные цены. Можно, значит, вот у нас уже привыкли там к яйцам по 17 гривен, да, так, значит, все время. А тут будут патроны по $2000, условно говоря, за штуку. И так далее. То есть это все, эти вопросы решаются. Плюс 30 миллиардов, которые должны пойти на социальные выплаты и прочие моменты, но Украина считает, что необходимо их пустить тоже на оборонные, преимущественно на оборонные цели. Поэтому, да, в рамках вот этих вот денег Великобритания может что-то закупить у Великобритании, у Соединенных Штатов и передать что-то, какую-то часть оружия Украине. Будет ли это, сыграет ли это какую-то роль в обороноспособности, улучшении обороноспособности Украины, остается под большим вопросом. Ну, я правильно понимаю, что гребут всех подряд на улицах и отлавливают под это оружие. Ну да, но пока что оружия нет. Пока что оружия нету, но зато вы же посмотрите, какие вот публикации о том, что сейчас Украина разрабатывает новые виды вооружения. Вот. Лазерные системы, которые будут сбивать дроны и так далее. Кстати, во всем мире, я вот спрашивал, как раз это не мое мнение, это мнение как раз именно специалистов, военных специалистов. В мире проводились исследования именно по лазерным системам ПВО, от них решили отказаться из-за их энергоемкости. Неэффективно с энергетической точки зрения. Ничего, мы поставим печь на дровах. Будут мобилизованные подбрасывать дрова, крутиться турбина. Потом там еще целый ряд, какие там углепластиковые, какие-то там... Нет, а вообще мне просто интересно, знаете, да. Я вот когда вот читал этот материал «Атлантик», как-то, знаете, прям вот что-то мне напомнило... Что-то такое из Кира Булычева даже в детстве я читал. Мне напомнило из Паустовского. Мне напомнило из Паустовского «Фиолетовый луч». Нет, вот. я имею технологическую часть вопроса. Да? Какой-нибудь там громозека там чего-то. Смотрите, если бы можно было создать ракету, любую возьмем, русскую ракету, любой номенклатуры, любого какого-то технического свойства из углепластика, ну, как удочки вот это делают, рыбаки ходят, вот, дешевое самое, это спиннинги, удочки, материал. Если бы можно было там что-то где-то заменить, припаять действительно вот эту там микросхему из стиральной машины бэушной или что-нибудь еще, я почему-то уверен был на 100%. Конструкторы бы к этому пришли и удешевили максимально этот проект в России, не в Америке, в России. И, собственно, и как бы развивались... Наша наука более передовая, она же более... Мы же не будем спорить, что мы на 10 шагов вперед, чем Россия в плане научно-технического прогресса. Просто видите, как бумеранг. Помните, все шутили, вот эти чипы из микроволновок, да. А сейчас получается... Даже Урсула фон дер Ляйен говорила об этом. Да, она сейчас говорят, что мы тут такие из дерьма и палок собираемся повторить точные копии российских ракет и по ним же запустить. Да, но, извините, пожалуйста, но это действительно блеф. В этой войне было не только много трагических моментов, это была война не только дронов, не только война пропаганды, это не только война нервов и так далее, это еще и война блефа. Вот. Причем с украинской стороны вот этого блефа было более чем достаточно. Помните, когда 2 года назад обещали, что у нас будет производиться 1 миллион дронов? Вот. Ну, мы на этот показатель не вышли до сих пор. А у нас 1 миллион дронов в год, это была поставлена задача еще в начале 2024 года. Камышин тогда ставил эту задачу. Ну да, и деревья, и все остальное, это, конечно, дело такое. Константин Петрович, тут вовсю как бы говорят и рассуждают о том, что там... Ну, и Зеленский повторяет, среди прочего. Ну, вот, например, там про Беларусь повторяет, про какие-то, скажем так, свои условия.
про встречи, но он говорит о том, что Украине нужна конкретная дата вступления в Европу, чтобы Россия не заблокировала процесс. Если в договоре не будет даты, то Россия сделает все потом, чтобы мы, в общем, были заблокированы даже не своими руками, а руками тех или иных представителей Европы. Мы с вами свидетели подходящих вещей, когда кластеры не открываются. Слушайте, ну он, конечно, как что-то скажет, этот Зеленский, это вот мама не горюй. Кластеры у него не открываются, свидетели. В общем, ранее в СМИ писали, что Украина может получить место за столом ЕС до конца всех формальных процедур уже в 2027 году. Правда, членство будет урезано. Сегодня вот тоже перед нашим эфиром распространили ответы на вопросы Рютте, который побывал в Киеве и повидался с псом-патроном. Эпохальная встреча, представляете? Как бы понюхали под хвостом друг у друга, и вот это вот радостно, селфи, классная была встреча. Потому что иначе я не понимаю, зачем он приезжал на прошлой неделе. Ну вот не понимаю. И мы с вами встречались, то есть этот... Ну, это какой-то непонятный был визит этого Рютте. И он сегодня отвечал на вопросы, ему журналисты обеспокоенные говорят: Рютте, а как ты относишься к тому, что европейские страны потекут ручейком в Россию? А он говорит: значит так, право каждой европейской страны определяться самой, иметь контакты с Россией или не иметь. И все как-то так, знаете, и ошарашенно и выдохнули, и сели на мягкие ткани ровно. Получается, что Зеленский, который опасается, он правильно делает, потому что следом за Венгрией, Словакией, там, например, другими странами полетит, просто ручеек польется туда, в Кремль и в Москву. Да, смотрите, многие опасаются, что да, действительно могут европейские страны сейчас начать процесс налаживания отношений с Москвой. Более того, что как минимум 2 государства Европейского Союза не наладили эти отношения, я имею в виду Венгрия и Словакия, как минимум 2. Вот сейчас начинаются переговоры, которые там Франция инициирует. Согласно основоположным документам Европейского Союза, это не запрещается странам Европейского Союза, каждой отдельной стране. Есть определенные решения, которые принимаются Брюсселем, вот, но они не могут запретить каждой конкретной стране суверенное право на международные отношения, на отношения с той или иной страной. Вот. Второй момент. Рютте как раз не является элементом именно Европейского Союза. Его структура, то есть НАТО, не является структурой, частью Европейского Союза. Это параллельная структура. Поэтому, задавать вопрос Рютте – это то же самое, что задавать такой же вопрос Гутерришу, например, вот, и прочим. Вот. Это его частное мнение в данной ситуации. Третий момент. Относительно членства Украины в Европейском Союзе. Вот. Украина сможет претендовать на членство в Европейском Союзе только тогда, когда она будет соответствовать Копенгагенским критериям. Это четкие критерии, которые рассматривают вопрос приема того или иного государства. Нигде не сказано, что то или иное государство необходимо принять, потому что оно стало жертвой чьей-то агрессии. Как бы это ни было жестко, как бы это ни было цинично, но это не является поводом для принятия. Есть прописанные критерии, государство должно соответствовать в экономическом, социальном плане, стандартам определенным. Есть определенные стандарты в области свободы слова, свобод вообще, гражданских свобод и так далее, обеспечения гражданских свобод. Только тогда государство может претендовать на членство в Европейском Союзе. А так, что мы примем Украину, но примем не полностью, а только чуть-чуть. Да. Извините, пожалуйста, у нас уже были попытки заявить о том, что Украина стала аспирантом, государством-аспирантом. Что нет такого статуса на самом деле. Просто Украине там дали определенный посыл. Украина стала государством-аспирантом Евросоюза. Нигде нет такого статуса. Сейчас скажут, Украина стала государством-докторантом. От этого станет легче? Безусловно, не станет легче. Однако, вы знаете, тут же опять, я когда привел пример,
с плачущим ребенком в игрушечном отделе, в отделе игрушек, да? Ну, я прям как в воду глядел. Полетело вот это обращение Зеленского, ежедневный разговор с телефоном, но уже в видеоформате, то было как бы в формате не видео, в формате аудио. И это ведь я вот... Вы вспоминали Ермолаева, да, когда-то? В прошлый раз. Вот Андрей Васильевич, он говорит, я так не могу. Говорит, я беру слова и кладу на бумагу и читаю текст. Вот я вам прочитаю текст. То есть абсолютно без интонации, без вот этих всех вещей. Значит, Зеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина продолжать войну без США. Цитата. «А почему мы должны с вами рассматривать ситуацию без американцев? Не мы агрессор. Россия. Не мы продолжаем войну. Россия. Не мы хотим останавливаться. Так почему из-за нас американцы выйдут из этого процесса? На мой взгляд, это нечестно». Как прокомментировать этот, ну, как бы... Кишингер намекает, что украинцы нечестные перед европейцами за то, что хотят выйти из войны. А Зеленский говорит, что американцы нечестные. Да? Так что весь мир подозревает друг друга в нечестной игре. Про Андрея Васильевича Ермолаева, это блестящий философ и как раз политический аналитик, который действительно умеет читать тексты, который умеет читать именно, который знает цену каждого слова и вес каждого слова. В данной ситуации, знаете, Зеленский давно не говорит именно весомыми словами. Он говорит именно эмоциями. Дмитрий Литвин, его спичрайтер, он ему в этом помогает, но мне кажется, что в последнее время Дмитрий как-то немножко подустал, подвыписался. У него блестящее перо, но при этом в последнее время он гонит халтуру, и Зеленский ее озвучивает. Это правда, халтуру, конечно, гонит. Константин Петрович, так а дух Анкоридж есть? И в начале недели резкие... Это вопрос к Ермаку. У нас Ермак с духами общается. Нет, подождите. Я понимаю, что вопрос про призрак коммунизма это Симоненко. Напоминает анекдот. Встретились призрак коммунизма с духом Анкоридж. Так вот у нас, в принципе, такая встреча и произошла. Я все больше, после первого дня, в понедельник, когда это все раскрутилось, и сейчас, как это продолжается, думаю, что это какая-то такая пьеса, разыгранная исключительно Кремлем и Белым домом. Белый дом молчит, Кремль возмущается, торопит, а параллельным курсом нервничает Зеленский и делает ошибки. Потому что давайте так. Кремль-то, конечно, заявляет о том, что у нас там не будет сотрудничества, наши какие-то там танкеры. Но если так посмотреть по факту, по состоянию на этот момент, Индия до конца не отказалась. Как выяснилось потом, они просто новые контракты подписали с американцами. То есть старые действуют, все нормально. А они за американцев будут... Индии все больше и больше нефти необходимо. Конечно. Индийский рынок, он только развивается. Так что данная ситуация не идет в ущерб. А нас ловят на какой-то такой, знаете, детском разводничке, таком детской шуточке. На самом деле я не устаю говорить. И на прошлой неделе я, общаясь со своими заокеанскими коллегами, нашел подтверждение этому тоже, что Соединенные Штаты ищут повод для того, чтобы создать условия для снятия санкций с России. Потому что на кону стоят триллионы. Это по разным данным, по разным оценкам. Bloomberg говорит 12 триллионов, кто-то говорит 7 триллионов, кто-то говорит, что меньше, но все равно это цифры, которые измеряются в триллионах долларов. Это те цифры, которые говорят о выгоде, которую получают Соединенные Штаты и Россия от совместного сотрудничества в экономической сфере. Арктика, логистические пути и прочее. Энергетика, в том числе ядерная энергетика. Для того, чтобы иметь повод для снятия санкций с России, необходимо, чтобы был закончен конфликт
остановлен конфликт с Украиной, из-за которого, в принципе, были введены эти санкции. Соответственно, Трампу это, кстати, будет на руку, потому что перед выборами осенними он может сказать, что я превратил врага в друга. То есть я иду по пути именно умиротворения. То, что демократы создали из России врага, я исправил ошибку демократов. Он может на этом играть. В этой ситуации как раз Украина, неуступчивость Украины будет играть на каком-то этапе против Украины. И когда Зеленский говорит, что это нечестно, вот эти вот его возгласы, что это нечестно, никто не будет принимать во внимание. В общем, дух Анкориджа жив. Ну да, ходит по Европе. Бродит по Европе дух Анкориджа. Да. Но на самом деле есть такие очень яркие события. Они тоже видоизменились, ну, если не позавчерашнего дня, то со вчерашнего тоже, но приобрели определенные очертания. Значит, пошел блок разного рода ресурсов в России. Телеграм, конечно, возмутил всех, потому что Дуров же вроде как русский, ну, вроде как Пашка-то наш, а вот это вот все, понимаете. Но там не только, там, в общем, серверы YouTube, WhatsApp, Facebook, сегодня к вечеру все отрапортовали, что все поблокировали. Telegram замедляют. Тоже интересная формулировка в отношении Telegram. Ладно, YouTube замедляют. Короче, замедляют. Замедляют, отключают, душат. Там уже своя дискуссия в Российской Федерации. Там есть депутаты, которые сказали, это нам надо, потому что борьба с НАТО. Другие говорят, Песков даже комментирует, говорит, ой, слушайте, я не думаю, что военные пользуются Телеграм, да вы что, это уму непостижимо, у них своя связь есть. Но есть депутаты, которые вышли и сказали, что вы делаете, негодяи. И радостный подоляк прибегает к российским мигрантам, вот этим мигрантам, и говорит, слушайте, как хорошо, что вы добейте уже этот Телеграм, добейте, пожалуйста. А то у нас украинцы читают ваших двух майоров, там разных там, я не знаю, всяких... Как они там? Да. Ну, вы поняли, в общем. Большое количество, да. Большое количество. Я сам читаю большое количество российских телеграм-каналов. Вот эти всякие там старшие эды, вот эти, ну, вот эти все. Очень даже, так что есть очень много действительно вменяемых каналов, очень много вменяемых мыслей. Я с удовольствием, например, читаю там Игоря Дмитриева, там, так что с большим удовольствием, большая умница. Я читаю там, понятное дело, Евгений Минченко там, и прочее, там это самое большое количество, у меня там сотни каналов, которые я читаю. И украинские. Чему это? И зачем России это именно сейчас? Вы знаете, есть там формальная сторона, есть неформальная сторона. Формальная сторона – это там, отчитаться о том, что все, боремся с врагом, потому что там вихрь враждебный веет над нами. Соответственно, нам необходимо прекратить доступ определенной информации, что через телеграм-канал есть возможность влияния там, на неокрепшие умы, значит, мы сейчас пресечем эту. С другой стороны, есть традиционная для всех славянских народов, в том числе и для русских, для украинцев, позиция «заставив дурака Богу молиться, он лоб расшибет». Это тоже существует. Третья позиция, это, знаете, все-таки, я не помню, кто сказал о том, что психические болезни имеют вирусную основу. И, соответственно, соприкосновение украинцев и русских, оно приводит к тому, что я не знаю, кто от кого заражается больше. Вы знаете, такое ощущение, что соприкоснулись с нашим козявочником Юрчишиным, который... Я вообще большой противник любых запретов в медиасфере. Я большой противник любых запретов. И знаете, я одинаково критикую, когда там наши идиоты запрещают там русскую классику, запрещают Булгакова, запрещают там и так далее, русскоязычную даже.
Вот, классику. Вот, когда они запрещают или ограничивают действия тех или иных сайтов, тех или иных мессенджеров и так далее, и так далее. Я всегда критиковал, когда блокировался там ВКонтакте на территории Украины и прочее. Вот, и точно так же я критикую, когда их идиоты блокируют те или иные Сегодня просто там 20 с лишним раз играла радиостанция «Судного дня». Ну, это... Не кажется ли вам, что это определенная техническая подготовка к чему-либо? Вполне возможно. Но дело в том, что не всегда там какие-то слова, которые или, там, звучат в радиостанции «Судного дня», они сопровождаются какими-то дальнейшими шагами. Иногда бывают и ложные посылы. Нет, правда. То есть отключить и так ударить по соцсетям. Хотя вот в чате трансляции все пишут, все работает. Ну, там, россияне. Не, я понимаю, но нет. Одно дело работает, другое дело принимать решения. Так вот, мы же понимаем, что, опять же, на постсоветском пространстве вот, существует одно правило. Вот, одно правило, что строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Ну, то есть Россия не готовится к чему-то экстраординарному на фронте? Не знаю. Я не знаю. То есть я не буду утверждать, потому что это, понятное дело, в это посвящены несколько человек, небольшое количество человек с определенной компетентностью, с определенным допуском к государственной, к военной тайне. Вот. Мы можем только гадать на кофейной гуще. Будет, не будет. Что-то произойдет, не произойдет. Ну, всем, смотрите, будет уже наплевать, если Россия, например, добьет украинскую энергетику. Вухнули. А там осталось 4 раза еще ударить по Украине, по большому счету. И Украина не останется энергетики. А что тогда будет? Что будет? Весна скоро. Нам же сказали уже некоторые наши государственные деятели в Украине, когда их спросили, сколько это еще ждать, они сказали, до конца февраля примерно. Там немножко полегчает. Извините, но это цинично, но я просто повторяю то, что говорят украинские политики. Это да, эти политики, конечно, могут нам такого еще наговорить. Вы можете объяснить, откуда параллельным курсом идет вот это обострение насчет языка? Когда лепят в маршрутках обращение к переселенцам, мол, переселенцы, говорите на украинском языке. А вчерашняя ситуация, это просто какой-то, правда, какой-то фильм ужасов. И мы видим, как люди просто, они сходят с ума. На Западной Украине, в Ивано-Франковской, по-моему, Ивано-Франковской области небольшое городишко, и там школа. В эту школу давно никто не ходит, детей нет. Здание есть, школы нет. Понятно, когда пошла эвакуация, какие-то местные там церкви, громады, мэры, поселковые головы, они вот это все, фонды, кстати, помогают в этом отношении. Это не просто так, да, это выделяют гранты и эту школу переоборудуют в какие-то там отельные номера, или, как там принято говорить, было раньше, в палаты, чтобы там люди могли жить. И это, в принципе, удачный эксперимент. И вот туда представляется соцработник, он там на какой-то зарплатке ходит, смотрит за ними, и везут туда обездоленных, в общем-то, войной стариков. 5 человек, 72-летний дедушка из Донецкой области, а люди тех, которых он положил молотком, лопатой на фоне конфликта, а тех, которых положил, они тоже ведь там 68 лет, тоже старики, старые люди. И это все случилось, все как бы в шоке, а они переселенцы, а им вот такое по автобусам пишут на той же Западной Украине. Понимаете, атмосфера просто нервная. А сегодня в Полтавской области сообщили, это было раньше, там решение суда, новость по решению суда, бабушка-пенсионерка зверски там заказала соседа за $500
киллера заказала. За что? Он ей не разрешал кормить голубей. Ну, такая пенсионерка, глаза там выколоть, такая очень жесткая пенсионерка. Не только уже, понимаете, сходят с ума все остальные, уже старики начинают сходить с ума в этой стране. Старики зачастую сходят в первую очередь, поскольку, понятное дело, они оказываются в ситуации, с которой они не могут никак смириться. Вот. Они чувствуют беспомощность в этой ситуации, они чувствуют, что они не могут никак повлиять. Более того, они очень часто подвержены, в первую очередь, воздействию пропаганды. Вот. Для них то, что они слышат там, в том же едином марафоне, вот, они воспринимают это за чистую монету, они воспринимают, что именно так должно быть, а не иначе. Под воздействием этого начинаются определенные психические сдвиги. Вот. Ну, соответственно, это не секрет, что очень много людей находится в неадеквате в данной ситуации. Вот. Язык ненависти, который откровенно пропагандируется через средства массовой информации, он порождает эту ненависть в массах. Он трансформируется в именно такую квинтэссенцию ненависти. И тогда уже, соответственно, неважно, что является раздражителем, но именно тогда начинают как раз именно эти раздражители запускать процессы, в которых нет тормозов. Общество действительно больное на сегодняшний день. И это не только посттравматический синдром, вызванный войной. Это в первую очередь война, как раз именно. Боевые действия, они на втором месте. На первом месте пропаганда, которая промывает мозги, которая делает людей более агрессивными. Ну, вы же видите, как это все выглядит очень же агрессивно и глупо. Ну, вот взять тот же, например, референдум. Зеленский вот это обрисовывает, говорит, вот, там, это американцы предлагают, специальная экономическая зона, он опять повторяет эту формулу, я даже устал уже повторять это в эфирах, потому что Лавров сегодня выходит четко, говорит, а мы не получали 20 пунктов официально, ни от Украины, ни от России не получали. Ни от США, ни от Украины не получали. В России их нет, говорит Лавров. То есть он что подразумевает? Что ему их не дали, не вручили официально. Это означает, что американцы не могли им вручить эти пункты, потому что... Этих 20 пунктов, я уже объяснял это тоже. В одной из наших программ предыдущих я объяснял, что выработали 28 пунктов в Анкоридже. То есть собрались российская сторона, американская сторона. Вот. Согласны? Согласны. Вот. Подходит. Ну, теперь необходимо ознакомиться с этим Зеленского. Дали Зеленскому эти пункты по дипломатической почте, по дипломатическому каналу. Зеленский берет эти пункты, едет к европейцам. Что будем делать, господа европейцы? Господа европейцы приглашают Рубио, который был только как наблюдатель, и говорят, нет, вот этот нам не подходит, а вот эти вот мы можем объединить, а вот это вот, значит, давайте мы вот это обойдем, вот, условно говоря, это не на часе. Вот. И, соответственно, что они делают? Они делают там 19-20 пунктов по-разному. То, что там присутствовал Рубио, они сказали, американская сторона же не протестовала, но они не согласовывали. И передают это Трампу. Едут и говорят, вот, мы творчески обработали, вот, считаем, что это должна быть единая позиция на переговорах с Россией. Вы понимаете, в чем глупость это? Трамп же куда эти пункты, которые они ему передали? А потом, соответственно, окончательно. Так он отдает их, подождите, он их отдает назад Рубио, да, своим советникам по нацбезопасности, и те начинают опять эту волынку заново. Конечно. Нет, так дело в том, что окончательно согласовать эти пункты планировалось, Зеленский, европейские лидеры и Трамп должны были согласовать их в Давосе. И тогда Трамп делает еще более изощренный ход. Когда все собираются в Давос обсудить вопрос Украины и вопросы безопасности для Украины и так далее, Трамп говорит, а давайте поговорим про Гренландию, нам нужна Гренландия. Европейцы, так мы же говорим, нет, давайте вот сейчас для нас первостепенный вопрос – это Гренландия. Соединенным Штатам нужна Гренландия. Он приезжает с новой повесткой. Причем настолько это было сделано быстро, молниеносно, не давая опомниться европейцам, что они опешили. Они не знали, как реагировать.
Они продемонстрировали, что они не готовы к такому разговору. Макрон вообще сбежал за час до приезда Трампа. Зеленский сказал, да я никуда не поеду вообще. Вот. Потом ему пришлось все-таки поехать и выступить с гневной речью в адрес там, европейцев, которые его кинули, как он считал. Вот. И все. И Трамп снял это с повестки. Более того, европейцев даже не позвали, как они предлагали ранее, на переговоры, чтобы они тоже принимали участие в переговорном процессе. Вот. А дальше добил Лавров, сказал, что мы вообще ничего не получали. Мы и дальше стоим на позиции вот этих 28 пунктов. Вот. Ну, понимаете, в чем дело? Пункты пунктами, сколько бы их там ни было, они никакие не исполняются. Не 20, не 28. Я понимаю. Дело в том, что если даже из 28 пунктов будет согласовано 27, а один не будет согласован, это значит, что не договорились. Ну вот, замечательный же пункт. Да, терпимость вот это к русскому языку. Просто, понимаете, Россия, она как бы говорит о чем? Говорит о том, что мы будем менять свои требования. Ужесточать. То есть условия будут еще хуже. И мы на пороге того, чтобы условия были еще хуже. Если не будут приняты этих 28 пунктов. Да, то есть, если этого не будет, тогда вовсю же уже сейчас обсуждают Одессу, отрезать от моря и так далее. Вопрос, почему? Да потому что политика в государстве вот такая. У нас, оказывается, я не видел, может, я, конечно, пропустил, извините, не досмотрел. Сообщение о полиции Киева я не видел, когда сбили Пушкина, последнего Пушкина в Киеве. А это был небольшой бюстик, вчера в шуме я показывал, небольшой бюстик как украшение. Да? На улице Константиновской, да, на фасаде здания. Да. То есть, вот там залезли и так радуются. Там на месте этого вырванный просто кусок стены. Куда дели сам бюстик, не сказали. Ну, не разбили. И потом спасибо. Куда-то уйдет, наверное, в какую-то коллекцию или где-то еще будет стоять. Будут смеяться, потешаться. Ну, в соцсетях смеются и потешаются. Говорят, смотрите, сбили. Альпинисты, наверное, какие-то залезли туда со снаряжением. Ах, как классно, Константин Петрович. Например, вот в городе есть такой Жмеринка, демонтировали установленную на городском вокзале доску. А доска это там, ну, ничего там такого не было, да, страшного. Ну, понятно, звезда Победы, 9 мая. Короче, в честь освобождения города Жмеринка от нацистов, оно состоялось 18 марта 1944 года, так, на секундочку, всего-навсего. Там стояла себе, никого не трогала эта доска, все, она помешала. То есть условия не закончатся Донбассом и даже конституционными, ну, там, те, которые приняли в Конституцию, российскими территориями. Ну, смотрите, дело в том, что на самом деле сегодня идет очень серьезный процесс пересмотра результатов Великой Отечественной, Второй мировой войны. Вот. Идет. И, соответственно, иногда это приводит к, я не знаю, беспардонным абсолютно последствиям. Вот. Иногда сейчас уже воспринимается какие-то само собой разумеющиеся вещи, как, не знаю, как антиукраинская риторика. Я приведу пример. Вот, буквально перед нашей программой видел фотографию вот, в одном из телеграм-каналов, вот, где пишут вот, в школах Мариуполя оккупационные власти вот, проводят там уроки, на которых там продвигают антиукраинскую или украиноненавистническую вот, идеологию. Да. И фотография, где на стене, где на доске написано вот, в классе вот, тема урока, значит, водружение знамени Победы над Рейхстагом. То есть водружение знамени Победы над Рейхстагом – это украино-ненавистническая риторика. Да? То есть именно так многими уже воспринимается. Все, что связано с Красной Армией, все, что связано с победой над нацизмом, над фашизмом, вот, это уже является, так, у кого-то в голове это воспринимается уже как антиукраинская риторика.
Так с кем тогда эти господа себя отождествляют? Ну, понятно, с кем. Мы так интеллигентно не договариваем. Но если как бы сбить... Надо же... Кого он трогал? Жмеренко, Константин Петрович. Ну, при всем уважении, да, конечно. так. Железнодорожный пункт, Да. один из, да, городок в Винницкой области, да, так что, да, воспетый Юрием Смолычем там в его знаменитой трилогии, так что... Вот, в принципе, это и имеем. Друзья, давайте подведем подведем итоги опроса нашего сегодняшнего эфира. Очень много вопросов от вас, мы их сейчас к ним прямо сейчас вот и перейдем. Итак, итоги. Так, новые... что готовит Зеленский на май этого года? 10% капитуляцию мир, ну, в общем, будет принимать так или иначе условия России, там, может США, может Россия и США вместе. Короче, 10%, 20% отставку, бегство без конца войны. То есть он уйдет, сбежит, но войну никто не закончит. И, в общем, говорит, оставит на, рассуд истории. Ну, типа, я не сдался, а там что дальше, это уже не моя ответственность. Вот так. Я, кстати, говорил уже в эфире, что я, если честно, был... Вам тоже как интересно, наверное, как автору книги «Джокер» бессмертной, которую надо дописывать, ну, там осталось немного, надеемся. Да-да-да, я тоже жду, когда можно будет уже дописать. Да, Константин Петрович, я видел карикатуру, признавался в эфире. А правда, его ж ничего не держит в Украине. Абсолютно ничего. Ну, имеется... Нет, ну имеется в виду там какие-то там предприятия, коллективы, ответственность за людей, какие-то там большие, какие-то, не знаю, обязательства такие личные перед кем-то. Он может... Семья уже не в Украине, часть коллектива 95-го квартала уже не в Украине. Вот, так что, ну, в принципе, да, действительно. Ну, смотрите, коллективы давно не в Украине, ну, или там, скажем, счета давно не в Украине. Ну, да, какие-то там, не знаю, супер дома, например, там дома мечты какие-то, к которым прикипел, или какие-то большие объекты. Там. Вот смотрите, вот тоже парадокс, да? Все помните, вот это над Януковичем издевались? Да. Вот, Межигорье, а тут говорит, я их поддерживаю, кого? Страусов, да, вот это вот, помните? Да. Так вроде как... Вы знаете, была такая деятельница Эллен Серлиф Джонсон Серлиф. Это бывшая президент Либерии. Лауреат Нобелевской премии, кстати, она получила в 2012 году. Тогда выдвигали Юлию Тимошенко на Нобелевскую премию мира, но получила как раз Эллен Джонсон Серлиф. Вот. Так вот, она управляла Либерией вот, из своей квартиры в Нью-Йорке. Поэтому, да, знаете... Там привязка к территории на сегодняшний день абсолютно не обязательно. Ну, имеется в виду, что взял флешку со своей цифровой валютой и умотал Конечно. Куда хочешь, поэтому, собственно, чего его, кто его держит. Так вот, 10% считают, что капитуляция мир примут условия, 20% отставку, бегство, 29% перевыборы себя любимого и, возможно, референдум. Ну и 41%, что новые удары, контрнаступление, ВСУ будет у нас еще. Если бы была возможность, пятый вариант, значит, я думаю, что он тоже был бы, наверное, рассматривался. Традиционно, когда Зеленского спрашивают о том, какие планы на май, он говорит, шашлыки, маевка. Маевка, шашлыки, да. Ну, только сейчас как-то грустно, знаете. Я понимаю, но... Шашлыки из кого? Да. Не будем уточнять. Вот. Это цитата из великих. Это да. Так, заглянул я в чат, и тут пишет один из пользователей: господин Шелес, устрой как-нибудь опрос, кто за войну, кто против, кто воздержался. И все сразу станет понятно. Это он, видимо, по общению в чате. Ну, а чего долго томить? Давайте такой вопрос устроим. В конце, вот в самом финале подведем итоги. Кто за, кто против, кто воздержался. Сейчас опрос появится, сейчас я напишу. А пока давайте перейдем к вашим вопросам, наши уважаемые зрители. Начнем с клуба зрителей «Шелест», как говорится, непосредственно. Угу. Так,
Значит, клуба зрителей «Шелест». Поехали. Значит, вопросы. Вопросы следующего толка. Так, да, вот спрашивают, есть ли у вас связь с Дмитрием Джангировым, и хочется человеку увидеть вас вместе с ним. Это возможно? К сожалению, на сегодняшний день у нас связи нет с Дмитрием Георгиевичем. Мы последний раз виделись с ним в самом начале войны. Вот, я знаю, что были попытки там, провести наш совместный эфир, но Дмитрий Георгиевич пока что отказывается от выхода в совместный эфир. Говорит, после войны. Угу. Вопрос к Константину Петровичу. Все всегда приводят исторические параллели с теми или иными событиями, сравнивают войны, революции и так далее, но мне недавно пришла в голову мысль, что все нынешние войны нельзя сравнивать с прошлыми, потому что во всем мире совершенно иная демографическая ситуация. Во всех странах, кроме Африки, снижение рождаемости. Даже страны Персидского залива, Китай и Индия перешли или подошли близко ко второму демографическому переходу. Лет через 10-15 вообще будет битва за мигрантов, судя по тенденциям. Все украинские эксперты и политики строят планы по возрождению Украины после войны, но в 2025 году индекс рождаемости 0,5-0,6 ребенка на женщину, точка невозврата 1,3. Скажите, а почему никто не берет в расчет демографию? Ведь не будет восстановления, как раньше. Бабы не нарожают. Так кто же... Как-то же стоит учитывать этот фактор, пишет Анна. Часть аналитиков, экспертов действительно это учитывают. Я сам видел аналитические разработки, материалы, которые показывают негативные тенденции в демографии. Демографы, да, действительно бьют в набат. Еще в 2023 году начали сравнивать войну в Украине с известной Парагвайской войной 1871 года, от которой Парагвай не может отойти до сих пор в демографическом плане. И именно необходимо отличать бравурные заявления, что сейчас остановится война, и мы превратимся в процветающее государство, через 4 года здесь будет город-сад, да, по Маяковскому. Вот. Либо же давайте быть абсолютными реалистами, что эта война оставит очень и очень глубокий негативный след в Украине, от которого мы будем отходить не меньше, чем несколько десятилетий. А в демографическом плане и того дольше. Уважаемый Константин Петрович, Василина пишет: спасибо вам за интеллект, за смелость и честность. Вы много раз говорили в разных интервью, что украинскому народу придется признать очевидное поражение в войне и согласиться на невыгодные условия. Эти условия, которые предлагает, требует Россия, уже не раз детально озвучены, в том числе лично Путиным. Президентом. Я просто, да, президентом. Константин Петрович, вы можете указать конкретно, что в них является невыгодным для украинского народа и почему? Любые условия, которые идет проигравшая сторона, они невыгодны изначально. Вот. Что касается... в данной ситуации либо невыгодный мир, то есть либо плохой мир, либо... В чем невыгодность? Стойте, давайте. Нет, давайте договорим того, что... Невыгода в том... Да, нет, понятное дело. Потеря территории, потеря значит... Почему потеря? Вы знаете, вот эта шутка, она, конечно, глупая, она, конечно, горькая. Кто-то скажет, зетники ее придумали, нехорошие люди. Но вот смотрите, можно же спокойно вернуть Крым в Украину. Я понимаю, да. Я вас понимаю, да, потому что это не будем продолжать развивать вашу Нет, мысль. имеется в виду, хорошо, это я утрирую, но если по большому-то счету, пункты пропуска, перемещения, товары, бизнес сделает все сам, связи сделают все сами. Да, но дело в том, что мы не знаем, какие сферы экономики будут локомотивными, что будет развивать экономику и так далее. Пока что мы не знаем. Мы лишаемся по этим договоренностям, лишаемся части территорий. Вот. Да. С точки зрения, я понимаю, что мы их потеряли в 2014 году, по сути.
Мы их потеряли, Майдан их потерял, не Украина. Майдан привел к этому. Потому что я еще тогда говорил, что Украина не может развиваться как государство, которое там склоняется либо в одну, либо в другую сторону. Она могла только развиваться как государство балансов. Вот, баланса между Востоком и Западом, между разными интересами. Дисбаланс в любую сторону, в данной ситуации дисбаланс в сторону Запада, это смерть той Украины, которую мы имели по состоянию на 2014 год. Что мы и наблюдаем, и сейчас нынешняя война – это продолжение фактически тех процессов, которые начались на Майдане в 2014 году, в 2013-2014. Что касается, с точки зрения государства, потеря той или иной территории – это большая катастрофа. С точки зрения государства. Хотя я понимаю, как историк, что ни одно государство не застраховано от потери территории. Более того, что это границы тех или иных государств, они постоянно меняются. Это постоянный живой процесс. Вот. Но если мы уже говорим про то, что кто больше всего потеряет, мир, который будет подписан, это в первую очередь приговор Зеленского. Зеленский, он президент войны, может существовать как президент только в условиях войны. Именно поэтому он цепляется за позицию Европы, которая тоже говорит, вы должны воевать. Он находит в этом единомышленников, они формируют единую партию войны. И понятное дело, что они и говорят о том, что ни в коем случае идти на мир невозможно, нельзя. Да, друзья, значит, такие варианты ответа. Я вижу, чат трансляции не сильно нас понял, ну и хорошо. Вот это по поводу вернуть Крым. Хорошо. Это... Нам же и хорошо, что вы нас неправильно поняли или меня неправильно поняли по поводу этого анекдота, который ходит. Ладно. Вы за войну или против? Просили опрос. За, против. Внимание, не знаю, как ответить, и воздержусь пока от ответа. Голосуйте, в конце подведем. Это в чате свежее голосование по просьбам чата. Так вот... Продолжим. Значит, власть народ слышит. Или это люди уже привыкли к тишине? Значительная часть людей сейчас живут по принципу, что необходимо переждать, выждать, выжить. Вот. И живут по принципу, как бы чего не вышло. Значительная часть. Знаете, когда-то Арон Яковлевич Гуревич, известный историк-медиевист, он назвал свою книгу, одну из книг про средневековую Европу, он назвал «Культура безболствующего большинства». Вот в Украине сейчас тоже культура безболствующего большинства, общество безболствующего большинства. Уважаемый Константин, давайте честно, уехавшие не вернутся, украинцы не рождаются, даже то, что останется от Украины, в общем, должны до 7-го колена. Скажите, я не могу найти ни одной модели, в котором изменения увидят 2 поколения оставшихся. Может, вы меня поправите? В истории есть намеки на выход? Благодарю, всем добра. Нет, выход-то, конечно, будет какой-то. Украина уже, это территория, на которой сейчас находится Украина. Вот, она по-разному называлась в разные эпохи, но она как минимум дважды переживала тотальную депопуляцию. Первый раз это в XIII веке после татаро-монгол, второй раз это в XVII веке после так называемой руины. Вот. Так что возродилась. Я понимаю, что эта территория возродится. Рано или поздно. Да, возможно, не при нашей жизни. Угу. Значит, дальше. Здравствуйте. Светлана пишет. Вопрос Константину. Исходя из вашего опыта и внутреннего чутья, как бы вы описали послевоенную Украину, а именно то, какие процессы будут неизбежными, какие под вопросом? Ненависть, ксенофобия, разрозненность, кастовость, экономическая ситуация, политическая и даже какие уроки, вероятнее всего, вынесут из этой войны наши сограждане? И главный вопрос, вынесут ли уроки? Знаете, в 23-м году, это еще до введения против меня санкций, вот, в конце 23-го, в начале 24-го года ко мне обратились представители одного из институтов власти в Украине, вот, с тем, чтобы я написал свое видение результатов войны, что будет с Украиной по результатам войны. Я написал документ на 12 страницах. Вот, и санкции ввели.
что нет, санкции ввели не против, не за это. Вот. Мне перезвонили и сказали, вы знаете, вы слишком пессимистично смотрите. Так вот, я с тех пор стал еще большим пессимистом. Потому что я вижу очень многие моменты, и я говорю постоянно в общении со многими людьми, я говорю, главное, чтобы не воплотился ленинский тезис превращения войны империалистической в гражданскую. Дай бог избежать нам этого. А сейчас ситуация настолько наэлектризована в обществе, настолько ненависть зашкаливает, вот, что любой повод может привести именно к подобного рода сценарию, когда Украина превратится попросту в Сомали в центре Европы. Это первый момент. Второй момент – это то, что завершение войны приведет к серьезнейшему росту криминогенной ситуации, на которое нет ответа со стороны государства. Государство должна быть достаточно серьезная правоохранительная, репрессивная система для того, чтобы противостоять организованной и неорганизованной преступности. А когда завтра нынешние герои станут бандитами, а это неизбежно, вот, это просто неизбежно, вот, многие взвоют. Дальше, соответственно, вопрос возрождения экономики. Я уже сегодня задавал вопрос, и не только сегодня. Что станет тем локомотивом, который вывезет украинскую экономику? Мы потеряли металлургическую отрасль. Мы потеряли еще несколько отраслей. Мы потеряли значительную часть агропромышленного комплекса. Мы потеряли возможности для, скажем так, транзитные возможности Украины потеряли. На чем мы будем строить свою экономику? Вот. Вчера я с одним экономистом, с очень известным экономистом, мы вчера очень долго проговорили. Вот, и он говорит, вот меня долго убеждали, что Россия скоро под давлением, под гнетом этих всех санкций и проблем, которые существуют в экономике России, она просто там упадет, надо еще немного подождать. Так Украина, извините меня, она же в 10 раз меньше объем экономики у нее, и 10 раз возможности меньше. Поэтому кто упадет первым в этой ситуации? Вот. Ну, одним словом, на эти тоже вопросы нет сегодня ответов. Вот, и никто сегодня не говорит об этом. Наоборот, ездят по зарубежным каким-то форумам украинские там ряженые, которые там говорят, привозят какие-то там таблицы, диаграммы и говорят, что вот как только закончится война, у нас поток инвестиций идет по экспоненте, вот, и, соответственно, мы сразу же там выходим в топов, мы станем там тигром экономическим, финансовым, мы сразу же привлечем все деньги мира к себе. И в это кто-то даже верит. Так, следующий вопрос. Вот такой. Константин Петрович, хотелось бы узнать ваше мнение. Тема политических заключенных последний раз обсуждалась в 28 пунктах мирного плана Трампа. После этого Зеленский изменил этот пункт с реабилитацией на амнистию, после совсем убрал из своей версии мирного договора. После этого тема нигде не всплывала. Как, по вашему мнению, будут обстоять дела с политзаключенными после заключения мирного соглашения? Заранее спасибо. Для начала необходимо, чтобы они получили этот статус политзаключенных. Вот, это первый момент. Потому что Украина всегда говорит, у нас нет никаких политзаключенных. Откуда у нас политзаключенных? Нет у нас политзаключенных. У нас есть люди, которые либо проходят, которые арестованы по решению суда, поскольку они там нарушили украинское законодательство, вот, там статью 111, там статью 160, если не ошибаюсь, первую, там статью 109, 110 и так далее. То есть те, которые являются реально политическими. Но они политическими в Украине не признаются. Вот, это первый момент. Второй момент. А кто будет следить за выполнением этих моментов? Каково количество? Вот Александр Дубинский говорит о 42 тысячах политзаключенных. Кто-то говорит о 50 тысячах. Вот. Диана Панченко создала свой список политзаключенных там, и так далее, и так далее. То есть реально необходимо, чтобы было свое собственное понимание политзаключенных. Да, они говорят. Они говорят не на официальном уровне.
Вот. А система вот, правозащиты, вот, правозащитники у нас на сегодняшний день как-то не в чести. Как-то, знаете, хельсинские договоренности у нас вот здесь считаем и апеллируем к хельсинским договоренностям, а вот здесь хельсинские договоренности мы игнорируем. Так, дальше. Значит, продолжим. Константин Петрович, а почему мировые цены на нефть не реагируют на начавшуюся борьбу с теневым флотом России? Да потому что очень многие считают, что это несерьезно. Вот это первый момент. Второй момент. Пока что борьба с теневым флотом не была никогда это еще фактором, который бы действительно мог серьезно повлиять на ценообразование. Вот. Тем более, что большое количество таких процессов, которые там касаются Венесуэлы, которые касаются там, ситуации вокруг Ирана и так далее, это более серьезный фактор, который может воздействовать на цены на нефть, чем действительно борьба с танкерами. И вот такой вопрос. Здравствуйте. Александра задает. Заявление Лаврова о том, что лица, совершающие провокации в морском пространстве, захват судов, вскоре осознают всю тяжесть последствия своих действий. И для чего в России подготавливают в 82 регионах 20 тысяч убежищ, предназначенных защитить от последствий ядерного оружия. Это что будет, такая эскалация? Ну, я не думаю, что аж такая эскалация, но на самом деле вопрос, Россия, очевидно, будет каким-то образом реагировать на захват суден, даже если судна будут идти не под российскими флагами. Понятное дело, что реакция будет. И сейчас Россию пытаются проверить, взять на слабо, что называется. Я не думаю, что это взаимосвязанные моменты, вот, бомбоубежище и танкерный флот. Вот, но ситуация сегодня действительно на грани большой-большой войны. Вот. Перейдут ли через эту грань стороны, это уже вопрос. Угу. Так, дальше. В чаты переходим, перемещаемся сюда. Чат нашей трансляции. Вопрос Константину. Как думаете, зная Путин, Зеленский сегодняшние текущие последствия своих решений 2022 года, решились бы они на то, что решились, на СВО и на отказ от мира в Турции? Смотрите, дело в том, что, понятное дело, Сталин любил повторять фразу «все мы сильны задним умом», да? Вот, тогда стороны абсолютно по-разному смотрели на ситуацию. Зеленский до конца не верил в то, что Путин рискнет напасть. Он до конца, даже когда ему докладывали, и разведка докладывала, и иностранные государства говорили о том, что будет война, он в это не верил. Он считал, что Путин блефует. Путин считал, что он действительно сможет, что это нападение действительно станет легкой прогулкой. Вот. И многое на это указывает, что он считал, что все готово для того, чтобы фактически повторить приблизительно успех, который имел место в 2008 году. Вот. Так что, да, наверное, что если бы ситуация была иной, то, наверное, по-другому бы и развивалась. Но мы очень многого не знаем. Мы еще очень многого не знаем. Вот. Тайны Второй мировой войны открываются только сегодня. Очень многие тайны, очень многие документы, которые объясняют те или иные процессы, поведение тех или иных политиков. Я думаю, что очень многие процессы, связанные с этой войной, тоже откроются через десятилетия. Вот. И они покажут, была ли возможность избежать этой войны. Или кто-то был поставлен в определенные такие-то рамки, когда эту войну невозможно было отсрочить. Здравствуйте. Живем в Германии. Поэтому хочу у вас спросить, когда за Северный поток деньги отдадите, а кредиты когда? Или вообще кто их отдавать будет? Спасибо. По-моему, никто не будет.
По-моему, никто не будет, и, соответственно, в данной ситуации, мне кажется, только наивные могут полагать, что версия о причастности там, украинских яхтсменов там, по совместительству агентов ГРУ к взрыву северных потоков, что эта версия имеет под собой какое-то основание. Я думаю, что там работали значительно более серьезные, значительно более подготовленные люди. Вопрос Константину. Встреча в Мюнхене 15 февраля. Мерц, Рубио, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, претендент в президенты США от демократов, глава МИД Китая Ван И и Зеленский. Вопрос. Что там забыл Ньюсом? Ну, как что забыл Ньюсом? Как представитель глобалистов, ну, как же ему, надо смотрины организовать. Ньюсом – это кандидат не столько от демократов, это кандидат от Клинтонов. Вот, которые попытаются его продвинуть на пост кандидата от демократов вот, на выборах, на следующих президентских выборах 2028 года. Ну, восходящая звезда, надо его как-то презентовать. Это точно. Так. Опять же, люди нетрадиционной ориентации, сексуальные меньшинства тоже должны иметь свое представительство на подобного рода мероприятиях. Должны ли, Константин Петрович? Мы же имеем дело с глобалистской сходкой. От мероприятия зависит. Так, значит, если киевляне не выходят на Майдан, значит, их эта власть устраивает. Если их власть устраивает, то нафига надо было Януковича свергать? Ну, если не... В общем, не устраивает, зачем свергать Януковича? Попросили бы его просто отключить свет и отопление. Риторический вопрос, знаете, опять же, не будем по-живому, потому что очень многие уже пересмотрели свои позиции, пересмотрели свое отношение. Кстати, те, кто поддерживали Януковича в 2014 году, очень многие разочаровались в нем. Те, кто поддерживали Майдан, разочаровались в своих антиянуковических позициях. Так. Значит, да, друзья, спрашивают про казахов, да, что будет с Казахстаном на фоне визита американцев в Армению и Азербайджан. Ну, то есть подбрюшье многих интересует. Нет, тоже. ну, смотрите, что касается визита Венса. Да, действительно, исторический визит, да, действительно, Соединенные Штаты пытаются показать, что они, добившись определенных условий мира между Азербайджаном и Арменией, что они на самом деле не оставили их без внимания. Давайте не забывать, что Армения – это государство очень специфическое, и в силу своего геополитического положения, в силу того, что там самое крупное посольство Соединенных Штатов на всем постсоветском пространстве находится, и так далее, и так далее. Вот, и Каспий, и Иран, и все прочее, и Турция, все здесь нанизывается на единую нить. Вот, и Венс не случайно, наверное, совершил этот визит. Что касается Казахстана, там идут свои процессы, там готовят новую конституцию, насколько я так понимаю, новое конституционное преобразование. Президент Токаев идет по пути создания новой политической действительности, так что все нормально в Казахстане. Ну, такой тоже... Главное, чтобы они учли уроки Украины. Да все сейчас учитывают уроки Украины. Дурных нет. Вот в том-то и дело. Вы знаете, в 2020 году во время президентских выборов в Беларуси я как раз был в Минске, и как раз я тогда разговаривал со многими оппозиционерами, которые потом вышли на следующий день после президентских выборов против Лукашенко. Я им говорил, не повторяйте ошибки Украины. Ну, знаете, обычно каждому кажется, что вот мы точно лучше. Вот мы точно не допустим тех ошибок. Подождите. Сейчас я точно тоже говорю венграм. Не повторяйте ошибки Украины. По итогу-то и не повторили.
Вы знаете, По итогу. Плюс, знаете, сейчас такая шутка ходит про Беларусь, тоже так интересно. Говорит, на фоне всего происходящего это станет страна, такой остров свободы. Значит, любая соцсеть там доступна. Алкоголь продается 24/7. да. Там еще что-то, третий какой-то, тоже такой пункт свободы, да, ну, там, ну, понятно, что ни комендантского часа, ничего нет, но что-то вот, в общем, еще такое, из такого либерального, о чем уже все и забыли. Нет, на самом деле, в свое время как раз именно Лукашенко стал человеком, который очень тщательно изучил ошибки Януковича. Он понял, в чем ошибка Януковича. Он понял, что ни в коем случае в условиях попытки цветной революции нельзя идти на переговоры с толпой. Если только правительство, если только президент начинает говорить с толпой, этой вот, которая собирается на Майдан, сразу же эта толпа превращается в политическую силу. Она получает субъектность, то есть ее легитимизирует. И Лукашенко понял, что до тех пор, пока он не пойдет с ними на переговоры, они будут не политическим субъектом, а будут толпой. Вот. А толпа очень скоро теряет управляемость, она не может быть бесконечно там, в каком-то напряжении. Вот. И поэтому вот все попытки цветных революций после украинской, они были обречены фактически, потому что все поняли главный принцип. Нельзя субъектизировать, нельзя политизировать, легитимизировать толпу. Да, вот такой еще вопрос. Зачем, от Сергей спрашивает, зачем систему ТЦК создали до начала СВО и большого вторжения? Нет, на самом деле процесс преобразования военкоматов в ТЦК это был один из вариантов реформы и так далее. Подождите, ускорено за 2 дня до начала. Нет, разработка велась до этого. Нет, так а принимать зачем было? Нет. А дальше, соответственно, это была рекомендация партнера. Давайте поскорее. Давайте бегом, чтобы отказаться от старой системы. Более того, та старая система, вот именно военкоматов, она была очень четко привязана к местному самоуправлению. Достаточно, там была громоздкая система принятия решений, и был контроль над этой системой. А ТЦК – это система бесконтрольная изначально. Угу. Как вы думаете, 2 миллиона СЗЧшников – это погибшие? Олег спрашивает. Спасибо за эфир. В этом числе есть и погибшие, которых попросту не хотят озвучивать для того, чтобы не выплачивать 15 миллионов их семьям. Вопрос, Константин Петрович, как вы думаете, стоило ли Джокеру играть в шахматы? Ну, он же не играл в шахматы. Вот. Ему показали шахматную доску, и он понял, что есть единственный вид игры, в которую он умеет играть, это Чапаев. Почему Дуров вышел из парижской тюрьмы? Ну, это вопрос. Мы можем очень долго там подозревать, предлагать какие-то конспирологические теории, говорить о том, что его там купили, перевербовали, там, что он согласился на те условия, которые ему там дали. Но у нас даже нету на сегодняшний день доказательств, чтобы это ему вменять. Вот. Что-то там произошло, мы не знаем, что. Об этом знает Дуров, знают те, кто с ним. Так нравится, вот пишут, не было ТЦК до войны, хватит врать. Нет, приняты все решения, постановления, и ТЦК создано или за сутки, или за двое. Вот прям... Рассказываю, значит, это я как раз это вот сама реформа, значит, сама реформа презентовали в 2021 году, вот, согласно которой вот на место ненавистной многим вот системе, созданной в советские времена, системе военкоматов, будет предложена более
стройная система. Но там была немножко по-другому эта система. Там территориальный центр комплектации социальной защиты, кажется, как там они там называются. Вот, потом дальше, соответственно, рекрутинговые центры предвиделись и прочее. Когда началась война, вот, начали действовать по абсолютно, решили, что называется, на коленке фактически воплотить то, что презентовалось до этого. Это была рекомендация именно западных структур. Почему? Я еще раз говорил уже, я сегодня рассказывал, что система военкоматов, их функционал был четко прописан, регламентирован, они были привязаны к действиям тех или иных структур, их можно было обжаловать и так далее. Был контроль над этими действиями. А ТЦК – это абсолютно новая структура, которая фактически не прописана, ее функции нигде не прописаны в законе. А значит, знаете, есть категория людей, которым закон не писан. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем прямом эфире. Значит, давайте подведем итоги нашего опроса. Они, очевидны, но тем не менее вы же просили, пожалуйста. Вы за войну или против? Не знаю, как ответить, 3%. Воздержусь пока от ответа, 8%. 7% за и 82% против. Вот такой результат. И, знаете, это приятно, что как ни крути, да, так, да. С какими бы там ни были там спорами, но вы против войны, это здорово. Вы понимаете, что я когда-то говорил уже, что я был лет уже 25 назад, это даже больше, 27, я был на одном семинаре, которые проводили такие гуру политических технологий, которые давали вводную. Мнением электората пренебречь. Вот приблизительно по этой схеме мнением народа пренебречь, вот эта установка, она в голове у наших политиков. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем прямом эфире. Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Берегите себя, добра и света. Увидимся.